Катюня, снимаешь? Марата уже видно? Нет. Усы уже в кадре? Елки-палки. Маратик, салют. Привет. Ребята, всем привет. Ага, он пока с привоза добирался, я для тебя сделал сюрприз и приготовил шикарные помидоры. Короче, попробуем их чуть-чуть попозже. Валерины? Да, ёшкин кот, не то, что вся Одесса, уже весь мир знает за такие шикарные валерные помидоры. Ребята, а я еще не поздоровался. Друзья, всем привет. С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Что, забыл? Для вас сегодня будем готовить 3 вида паштета из куриной печенки. Печени. Печенки. О, жарили тебя вдвоем, елки-палки, есть. Это дело надо отметить, оператор. Давай, до свидания. Но ненадолго. Сходишь к маме, договоришься, вернешься обратно. Что я хотел сказать? Мухи в опасности. Я накрыл это все дело пленкой. Пленочкой. 3 килограмма просто куриной печени, да? 3 вида. А килограмм сколько? Неважно. Сколько есть печени, вот столько и шмаляйте. Как говорит Марат, очень бюджетный, очень доступный, простой рецепт. Что там, шахер-махер сильно много будет сегодня? В одном будет, я думаю, вы удивитесь сильно. В один рецепт будет такой, с выпендрежем. Пиндрежем. У нас нельзя ругаться, нас смотрят дети, чтобы вы были здоровы и ваши родители я знаю не болели. очень много блюд из печенки. Я очень люблю печенку. Там, свиную, баранью, говяжью, куриную, индюшиную, гусиную, А хватит, утиную. остановись, страусиная, Короче, китина, что там еще? Жарю, парю, варю, паштеты. Ну, это один из моих любимых продуктов. И поэтому, если интересно, пишите, мы вам еще что-то из печенки исполним. Короче, он хотел сказать, что он ее жарит, парит и просто так А сегодня кушает. будет очень 3 интересных рецепта, довольно простых на самом деле. Но следите за руками, как говорится. все шикардос, только тебе чего-то не хватает. Где моя? Твоя? А ну, прикинь вот эту. Да. А ну, Она. все, нормально? Так это Марата? Оператор? Да. А, Да тут все Марата, елки-палки. И фурики тоже. Так, этот пусть на перце повисит, или как ты говоришь? Просишь что угодно? Да. А? Маратик, с чего начинаем? Сегодня нам понадобится наш гриль, сабер, да? Там есть шикарная газовая Серега комфорка. хотел разжечь казан, но мы ему скажем до свидания, до субботы. Он нам сегодня не Пусть понадобится. отдыхает. А в субботу мы будем готовить. чакапули. Ой, сказала у меня аж марабелька во рту вкус ощутила. Бронируйте уже столы. Ребята, вот то, что мы на видео бомбили, получилось нереально вкусно и сделала таки шикарный кулинарный фурор. Да, будем готовить полный казан. Дальше не буду говорить. Если ты не видел, глянь, Пули. обязательно на канале есть. Наказали. Про чикапуль. А потому что, ну, слюни, что мне с ними делать, елки-палки. Было очень вкусно и будет сегодня точно так же вкусно. Ну что, понеслась? Понеслась. Ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь, комментируйте, рекомендуйте друзьям, готовьте по нашим рецептам, и все у вас будет нормально. Даже если не получится, ребята, настроение таки Вам будет с вами до упора. Ой, Марат, весы принес, блендер есть. Тарелочку, чтобы взвесить 200 грамм. Или в чем мы взвесим? Хочешь в этом? Тебе чтобы куда не надо? пачкать его? Тебе надо что? Оно пойдет на сковородку. А ну стой, смотри сюда. Когда я был как мальчик юн, я за Одессу вспоминал. Так ты ж сначала масло будешь Неправильно, лить? Сережа. Чего? Я поставлю, отобью тару, и мы с тобой взвесим 200 Да, грамм. потом ты ее высыпешь, а тут у тебя останутся остатки печенки, которые начнут гореть. Ха-ха-ха. Ёшкин ты кот, давай будем вот так вот. Давай вот так. Как врубается... Подожди, давай подрежем сначала, потом Марат, будем взвешивать. а ты батарейки сюда всунул? Оф и подержать. 2 секунды. Всунул. Ёшкин кот. Press 2 seconds. Ну если бы я еще умел читать, я бы... Муха, давай иди отсюда. Я бы умел. Вот теперь Так, тара. тара по нолям. Все, резать где я буду. Печенку? Так, началось. Режь. Ребятки, обязательно, вот видите, вот это уже желтенькая, я ее сразу Мурке отдам. Серьезно? Всю печеночку? Да, потому что У Амурка сегодня наша не треснет? тут очень важно, чтобы не было желчи, потому что даст горечь всему паштетику. Ну так я делаю с карасем тоже. Очень внимательно наблюдаю, особенно там возле корочки, чтобы, не дай бог, Вот не на первый попалось. рецепт, он называется сливочный, он самый быстрый. Вот если к вам вдруг гости там через час, полтора-два придут, Вы можете он успеть. готовится мгновенно.
И режу я ее вот так меленько на этот рецепт. Я вообще-то хотел, чтобы мы начали это видео с помидор, который для тебя готовил. Ну хорошо, я приберегу эти помидоры к быстрому рецепту А, ты хотел прям из сначала сливочного начать паштета. с того, чтобы есть их? Ну да, ты что думаешь, я так торопился? Не Марат, знаю. а я сегодня буду что-то делать? Ты можешь луковицу кубиком порезать. Одну пока. Смотрите на него, Марат. Могу. А ну исполни. А ты что-то нарядился, Эй, белый такой сабля у меня есть, ёшкин кот, твой подарок с привоза, который... Ребята, не пугайтесь, вот такое чудо было рождено на привозе. Я его уже показывал неоднократно. Смотри сюда. Ой, ой. Смотри, односторонняя заточка. Катюня, толщина, как ты любишь, просто шикардос. Иди режь кубиками. Агрегат. Так, кубиками. Этот нож, конечно, не для лука. А что ты его взял тогда? Ну, я хочу проверить. Не, а как не для лука? Слушай, односторонняя заточка Марат идеально исполняет. Катюня, посмотри на этот шедевр, что я умею делать. Смотри. А где там штангенциркуль? Кстати, Серега ж нам подогнал. Сейчас бы проверил, ну просто микрон в микрон. Отойди, чтобы не слазить. Я сейчас кубики сниму и отойду, Сереж. А куда тебе надо? Ну, главное, не отъедь, только отходить, я отходить. пойду рис развешивать. Нам посылки отправлять. Все, Марат, теперь это мой любимый нож. Я его редко А я чем больше люблю нож, тем реже его трогаю. Ну, им пользуюсь. Знаешь, я его там достаю с коробки, вот, поговорил, погладил, поцеловал и вернул обратно. Думаю, пусть лежит, Я пригодится. тоже люблю, но он не для левши. Такие ножи есть для левши. Кто-то мне писал в комментариях, что не делают, а я говорю вам, что делают. Специально под заказ делают такие односторонние ножи для левши. Маратик, это писал человек, который не был на привозе у Сереги вот там вот, ты понимаешь? Серега исполняет все, что хочешь. Под левшу, под правшу и... Шо? Я не то сказал. Не, Валентиночка, это я не вас. Я Мурку ищу. Ребята, свободное от съемок время. Оператор сидит вот здесь. Мурка, иди, тебя Марат искал. Иди. Как? Да, ну не тесть, елки-палки. Марат, я все время вспоминаю, если у Марата Ёськина ребенок, Йоськина мать, так она твоя теща получается. Свекровь. А? Типа того. Да, короче, Йоська живет у Марата, а оператор сидит вот здесь вот и фасует сейчас рис. Это уже какой-то уже 4-й мешок? Да, чилийский. Хороший. Иди, я покажу, что мы дальше продолжаем делать. Ребята, несмотря на то, что мы там готовим, снимаем видео, жарим карасей, и мы каждый день продолжаем делать добро, чтобы вы нам были здоровы. Тем, кому интересно, подпевай. А знаешь, он поет? Это он PayPal говорит, Липованский. Вот PayPalчик. Кому от души приятно, ребята, помогайте нам, а мы будем помогать дальше людям. Смотри сюда, что у нас сегодня происходит в ресторане, как всегда. Игорь, привет, ты тут завалил кульками, людям негде будет присесть. Ну, с такой погодой будем на улице отдыхать, да? 50 едет на Николаев. 15 50 завтра посылок. придет, 15 завтра придет людей просто забрать свою помощь. Прямо здесь, отсюда по адресу, да? Ну, переселенцы, да. Все, там и муку нам дали, и консервы дали, и что-то нам дают, мы покупаем, докупаем, фасуем и продолжаем дальше все это дело делать. Ребятушки, все будет добре. Гайгуй, погнали дальше рецепт исполнять. И Валентина все пределы. Все предела. Золотые ручки. Золотые ручки, Овсяночка. овсяночку поставим. Деткам, овсяночка, маночка. О, Мурочка, как тебе печеный? Слушай, немного ей. Марат, раньше вы ее, когда у вас не было Йоськиного Сына. сына Йоськи, вы ей столько не давали, мне кажется. Да, давали всегда. Когда Валя не всегда она на кадр попадала, ты понимаешь? Ага, посмотри. Ты посмотри на аппетит, чисто Живет. одесская кошка, Я да. бы тоже печеночку И лежит, покушала. и лежит, и лежит, и лежит. Я помню, у меня в келье коты вот на весу вот так вот чистишь рыбу, понял? Сбрасываешь, и ничего не падало. Вот такие. А тут именно Галя балованная. Йося как щенок. Ну такие тещи. Я сажусь кушать, он уже стоит и в глаза смотрит. Но я стараюсь его со стола не баловать, но так. Ну, не без того. Да, дочка очень против. Сказала, приучай только к миске. Правильно, а ты ей спой песню. Это для Марата дочки. Баловать хочу тебя, я Йося баловать. Ну надо баловать, ну как не так? У нас тоже кошка нет-нет, да залезет на стол и лежит. Ну как ее согнать, если она красиво лежит? Ну умеет преподать себя. Так, Марат, чтобы мухи не видели, я накрываю.
А мы с тобой Начинаем. Подсолнечное поджигать. масло есть? Ай, все есть, брат, все есть. Так, комфорочку а-ля улю. Ох, швейцарские часы. Ну просто, как я говорю, ну это Rolls-Royce среди грилей. Я их, сказать, чтобы много перепробовал, не. Вот этот один. Но я век на лодке не кататься. Ну, Говорю, ты ж там что на это чем-то самый ходил, лучший. тоже пробовал еще на чем-то. Что? А, то на выбор мы ходили. Ну вот. Ну, хороший. Ну, А это огонь, это именно это мое, именно настоящее правильное чудо. Так, здесь все закрыто, чтобы ничего не жарилось. Что, наливай? Чуть-чуть. Хватит, да? Чуть-чуть масла, потому что у нас сюда еще сливочное пойдет. Ага. Была лихая Сонька, ручка золотая, с рыжими кудрями, просто бриллиант. Приходила Сонька, глазками Тебе эта сверкая. песня что-то последнее время В покоя не отелях и дает. гостиницах всегда имела фарт. А я работал и в отелях, и в гостиницах. И там всегда приходили Соньки. Соньки? Ага, глазки не сверкая. И в гостиницах они имели фарт. Ну, такая, знаешь, душевная песня. Да просто душевная. Мгм. Игорешка, ты мне сырнички принес. Спасибо. Катюня, идем хорош позировать. Та сырники показала людям. А, правильно. А кто их не видел? Сырники как сырники, а у нас самые вкусные. Что, Марат, масло Ребят, готово? Смотрите, сегодня мы будем делать, почему у нас весы стоят на столе, потому что тут граммовка важна для паштета. У нас, значит, здесь 250 грамм печенки мелко порезанной. Сковородку нагреваете сильно, потом убираете огонь на средний и высыпаете печеночку. Причем мы начинаем именно с печенки. В другом рецепте мы будем начинать с лука. Елки-палки, Марат, как у вас это все в голове держится? Вы тоже подглядываете, как это, за рецептом на видео? Я практически не подглядываю, но если я что-то забыл, я могу как бы куда-то залезть. У меня где-то на компьютере есть даже моя книга рецептов Серьезно? электронная, куда я заносил когда-то в молодости, не ленился, заносил рецепт. А Там чё у меня она- такой нет? Я что, ленюсь? Она очень ленюсь? удобная, я тебе могу дать, кстати. Ай. Я бы когда-то сказала, за неё почему, заплатил но 3 доллара. Но промолчу, Сережка. У моей мамы есть вот такая толстая тетрадка, она туда вырезки из газет вклеивала с рецептами. А я не меряюсь толщиной, я пошел немножко по-другому и создал YouTube-канал, где все рецепты, Марат, и мои, и твои будут жить вечно, понимаешь? Да. Еще и людям приносить добро. Это точно. Не где-то там дома лежать, у меня вот Теперь такой не надо толстый. будет в таблицу подглядывать. Он когда А у- оладушки, а у меня не оладушки толстый, дома но для печет, всех. когда оладушки печет, залезает и смотрит рецепт. И матюкается, говорит, так как же тут долго надо искать, смотреть. Правда? Не имею фантазии поддержать тебя здесь. Маратик, до какого состояния надо ее обжаривать? Чуть-чуть сейчас прижарим ее. Первый раз помешаем и добавим лук. Напоминаю, это самый быстрый рецепт паштета, который я, например, знаю. У нас здесь не будет морковки, будет только лук. Может, я уже помешаю? Еще чуть-чуть. А хочется, да? Ну да, я Твое любимое занятие. ас в этом плане. Изенька, подпевай, я буду мешать. Там кто-то на гитаре играет на поле, я слышу. Изя поет. Музыкальное заведение, а когда мы видос не снимаем, так у нас еще и музыка здесь за всю Одессу играет. Мешал. Ну, Марат, почти, еще вот парочку штук не домешал. Ребята, одна средняя луковичка, кубиком порезанная. Не мешай. Не мешаю, не мешаю. Не мешаю. Оставлю так вот лопатку, пусть это все дело жарится. Масло сливочное 80 грамм я уже врезал. Взвесил даже, да? Да, Обязательно. да. У нас же есть весы. Марат сказал, что здесь не рецепт, а просто... как это, блин? Ну, какая-то ювелирная мастерская у нас сегодня. Ну, желательно соблюдать пропорции, потому что от этого зависит и вкус, конечно, окончательного паштета. Что? Подтянулась? Да, ребят, очень важно не пережарить печенку. Это очень важно. Как проверить, или она готова? 3 способа. Вот так, она стала твердее, все, она готова. Кто не верит, может отрезать кусочек и попробовать. Правильно. А это не надо, потому что если она внутри еще не готовая, она будет такая, как еще, силикон. Она еще Я должна... отправляю 80 грамм. Да, она еще ж будет у нас сейчас томиться.
Все, это все ингредиенты? Нет. Катюша, мы только начали снимать, ты что Мне уже? просто интересно. А, ну спрашивай давай. Интересуйся. Так и я готовить научусь, А Сереж. Сережка пошел взвешивать 200 грамм сливок. Эй, брат, легко. Тара шлеп. Огонь средний, не добавлять сильный. Ну вот как у нас здесь. Да, отличный. У нас отличный огонь. Ваш какой любимый паштет, Марат? Ой, я люблю говяжий. Говяжий, Всего, да. Маратик, а ты какие сливки используешь? Вот, Значит, сливки от 20 до 30%. Какие кому вот, какие любите, такие. ай, не угадал, 18 у нас. Отлично. Это самые Подходит. любимые поварские сливки. Я вот где не работал, всегда повара работали. Президент хороший, да. Да ты не президент мне хвали, а просто сливки. 200 грамм, да? Да. Ай, Марат, извини. Ничего страшного. А, на стенках останется. Не, я имею в виду не за производителя, а именно за процентное соотношение. 18% считается просто кулинарный шедевр. Те, которые затягиваются и не разлагаются, ничего. Что, выливать? Нет? Но я подожду. Знаешь, сколько у меня этого терпения? Знаешь, сколько? Это мы еще не Ну что, солили, Я не себе перчили. представляю. Наливать? Нет. Я еще подожду. Перед тем, как наливать, Ага. перечница, а я подержу. Девчонка очень любит перец, ребята. Ну, я вам советую побольше. Перчить, да? Да, оно не будет острым, оно даст именно... Ребята, не забудьте поперчить. И на данном этапе можно и посолить. Сейчас я еще немножко перчиком тут потрушу своим. Вот лучок как раз приходит в то состояние, которое нам нужно. Вы меня там остановите, что? Я просто... Хватит, хватит. А, что ж ты молчишь? Так, и, Забабахал перчик. и солить. И солить. Солить немножко. Аккуратненько. Не сильно. Катюня, стой. Вот столько хватит. И чуть-чуть от себя. Наливать? Наливай. Эх ты, дождался. Я жду, у меня терпение, знаешь сколько? Марат ровно 200 грамм, потому что 7 грамм осталось на стенках. Супер. Сливки Чуть-чуть соус подтянулся. да. Ну, красиво. Я бы уже и такое ела, если Это, в честно. принципе, уже готовый паштет, ребята. Мы сюда больше ничего добавлять не будем. Абсолютно. Можно отварить макарошки, вот это все туда залить, и будет вкусно, Да, это правда? уже можно кушать и просто так. А можно это самое. Сейчас мы его в блендер. И это уже первый паштет. И уже первый паштет готов. Да. Маратик, поженили на мелком огне уже полностью. На, мы уже на самом маленьком огне. Вот так вот булькая, чуть-чуть, чтобы подтянули сливочки. подтянули сливочки. Ребят, ну не знаю, 5 минут, 7 минут. Так у нас, видите ли, печеночка не крупно. Вот она дошла до абсолютной кондиции, я по твердости чувствую. Ты что, куриная фуагра? Все, мы ее выключаем. Ага. В блендер мы будем закладывать, когда это, ребята, остынет. Вот нельзя горячим. Хотя бы дайте остыть, до полутемпературы, как это правильно У нас сказать. есть время, нам есть чем заниматься, а она здесь пусть остывает себе потихонечку. Правильно? Да. Все? Как это? 1 почти рецепт созрел. А хлеб? Это мы потом посушим здесь. Все. Конечно, нужно. Бородинские, все будет нормально. Есть Бородинские, тостики. Греночки. Белые, черные, разные. Что, переходим ко второму рецепту? Да, пока у нас остывает там. Там уже чтобы почти вот- остыл. Я так понимаю, что судя из того, что уже здесь появилось, и еще мускатный орех, этот рецепт немножко будет посложнее, да? Чуть-чуть посложнее, да. Коньячок, появилась морковочка. А это у нас на третий рецепт, никому не говори, это интрига, а? Ребята, пока видео не досмотрели до конца, пишите комментарии, что это такое может быть. Бычьи яйца. Я думал, сейчас скажешь картошка печеная. Это вариант. Просто Катя тоже не знает, что там. Да, бычьи яйца, все нормально. Пишите комментарии. Так, Марат, с чего начинаем? Ты уже, вижу, я подготовил печеночку, точно так же зачистил ее, все нормально. Только не так мелко. Вот у печеночки как бы есть 2 части. Вот прям вот 2 части без жилок, без... Напополам. жирка. 500 грамм печенки, ребят, здесь.
500 грамм печенки. У нас тут чуть больше луковицы, да, средней получилось. Одна большая морковка или полторы средние. Тоже резаная кубиком. Все кубиком. И теперь мы начинаем с лука. Хорошо. Опять, Абдулла, поджигай. Масло наливай. Дай. Дай. Марат, масло наливай. Шикарный вид, да? Ох ты шо. Яблоко кинуть, так еще и погадать можно. Вот так ее повернуть, ровнее стоит. А это у нас плитка кривой, сабер нормальный. Просто Понятно, да, что тут немножко. уродила так уродила, блин, идеальное творение, ёшкин кот. Эх, красавец. Что ты говоришь там за рецепт? Сейчас мы начнем с лука, потом морковь, и потом, я уже один раз показывал, даже не один раз, мы будем добавлять по ходу действия водичку, чтобы карамелизировать, вот растомить нам надо будет и лук, и морковку, именно в сковородке. Ладно. Я уже показывал, как лук 3-4 раза добавляют. Они все смотрели предыдущие видео. Если кому интересно, за что он говорит, гляньте то, что мы Сейчас делали вы там увидите. месяц тому назад. Хотя там у нас с тобой видосов уже, мама дорогая, да. Там люди интересуются, нет ли у тебя на ютубе канала. Кстати, я тоже хотел спросить. Нет, ребята, у меня нет на ютубе канала и, наверное, не будет, потому что мне так комфортно с Сережей работать, что мне свой канал не нужен. Так что, ребята, если ищете канал на ютубе Марата, заходите в Клиповану, и вы его там найдете. Да? Вот таки да. Масло нагревается, давай. Эх, ты, лук. Тут что, прямо лука богато будет? Ну, у нас и печенки сейчас больше, полкилограмма. Да, ну здесь 2 цибулины хорошие. Отлично. А Света смотрит вот эти? Света смотрит. Смотрит, да? Света это супруга Марата, которая Но- сейчас в Израиле. Последний рецепт лучше бы она не видела. Почему? Это Ты что, какой? кого-то позвал? Это какой, Марат? Кто-то еще будет? А какой последний был? Просто тот рецепт третий, который будет, я его посмотрел очень много лет назад, когда был, наверное, молодым, то ли по телевизору, то ли По телефону. в интернете. Скорее всего, у Лазерсона. Илья Исакович, большой привет. Горжусь тем, что у меня есть книга, подписана им. «Марат, готовь с любовью». Да ты что? Да, это профессор вообще кулинарии, я считаю, один из самых крутых. Я когда начинал свои познания в готовке, я к нему очень часто обращался. И потом даже общались несколько раз по телефону. Ем, а подписал он тебя по телефону или лично? У меня есть друг Коля Вайсман, он его одноклассники. Ну, Ага, короче, он был в Питере, и прямо в процессе в телефонном он мне подписал книгу. Кстати, книга у него очень много, у Лазерсона. Эта книга была про фуагру, то есть целая книга, как готовить фуагру. Там миллион рецептов фуагры. А у вас есть, кстати, печенка гусиная, продается? а я хотел сказать, мы как раз сегодня это готовим. Это не куриное, это гусиное, все нормально. Паштет. Ну, Марат, как по мне, так любая печень уже Слушайте, называется вы начали- фуагрой. Что? Я начал, да. Начали Я- за Свету, Ага, потом что за там было со Лазерсона, Светой? Ты теперь нам зубы уже не за заговаривай, фуагру. давай, Я рассказывай, просто что. вот тот третий рецепт, который будет, и я готовил так, чтобы удивить девчонок, когда я был молод. Еще усы вот так вот стояли. И- А сейчас что? А Свету не удивляли этим А рецептом? Светка, как всегда, скажет, а мне ты такое не готовил, она просто не помнит. Света, я вас умоляю, вспомните, что вам Марат делал приятно, когда у него усы стояли, и все будет нормально. Все, давай морковочку. Вот здесь торопиться не надо, здесь надо медленно и уверенно растушевать лучок с морковкой. То есть не надо нам быстрой карамелизации. Нужно- Короче, нам его надо не запечатывать, а наоборот из него попросить максимально влаги. Да, Да? да, да, да. Влаги и вкуса. Я, конечно, книги не писал и не подписывал, но что-то таки знаю. Опача. Самый минимальный огонь, и пусть эта радость потихонечку расслабляется. Что, Маратик сушит? Вот, вот состояние, при котором мы немножко добавляем воды. То есть не надо его доводить до Золотистой. золотистого цвета.
Налили, у нас огонь можно сделать сильный. Ага. И вот так пусть он, пока вода не выкипится, так раза 3, иногда 4. Я вам покажу, какой должен быть. Конечный результат. Да. Все, добро. Вода выпаривается, добавляем. Вода выпаривается, добавляем. Да, да. Именно так. Хорошо. А иди сюда. Ой, хотел сказать, я для тебя орешки погоняю. Катюня. Яйца ты уже гонял, теперь уже и орешки Мускатный погонял. орех. Угу. Терочка Сплошные новая. гаджеты. Это Илоночка нам прислала. А, давай-ка я вот так вот сейчас сделаю. Зажму. Как красиво. А как сразу аромат какой? А ну-ка, уберись-ка. Ох, Не Катюшка. хватит, Марат? Еще чуть-чуть, еще можно. А где ты Шо, взял даже орех? это Марат принес. Вы привезли? А ты помнишь нашу историю с нашим мускатным орехом? Умалчивает. Ладно. Не рассказывать? Ну, расскажи. Мы когда-то Пасху готовили, а с собой привезли, не помню откуда, мускатный орех. Но я его никогда до этого не видел, понял? Думаю, ну орех, короче. Беру его, начинаю на терку тереть. Думаю, что вот эта штука ядреная, понял, твердая такая. Мы его не на Начинаю. терку терли, мы его в кофемолке с тобой Потому что я его на терку не смог натереть. Короче, это мы Пасху готовили, в Пасху уже в замес начали добавлять спецэффекты, понял? Я его тру-тру, нифига не трется. Мы его в кофемолку разбомбили, я высыпаю, все он не нормально, тише, начинаю да? мешать, короче, я мешаю уже весь этот замес, да, и думаю, надо же попробовать, что это такое. И чуть не сломал себе зуб, и понимаю, что я его раздробил со шкарлупой, орех был внутри. И мы сидим, полночи из этого всего теста достаем эти осколки. Да, теперь я знаю, что орех это то, что под шкарлупой. Маратик, хватит, да? Да, да. Терка хорошая, угорелая. Мускатный орех не портится, пусть лежит. Все, и обратно в чехол. О, как я люблю. Помыть надо было. Она нам еще может понадобиться сегодня. Терка? Да. Эй, ладно. Тогда не уношу. Чеснок надо будет? Да. В каком исполнении? Вот сейчас можешь рубануть его не мелко. Просто такими слайсиками, да? Вот так вот. А я как раз второй раз пошел добавлять водичку. Давай, скорость зашкаливает нашего приготовления. В 4 руки куда быстрее, чем в 2. Катюня, в 6. Ты же еще и снимаешь. Здесь в этом рецепте, ребят, торопиться не надо. Хоть бы раз вы сказали, Маратик, Марат, у что тебя в где- любом где- блюде где я вас вообще не торопиться понял. надо? Вот первый Не рецепт, помню. который мы делали, ну сколько он занял? Ну 10 минут, 15 минут. И все равно ты его делал спокойно. А вы, кстати, забыли проблендерить. А Кого? он еще не Мы не остыл. забыли, он Всё. остывает. Он остывает. О. А ну дай потрогаю. Оставляй, Сереженька, я сейчас попробую заодно. Катюня, Да. не перегибайте палку. Мы готовим для всех людей. Ну, ты там тоже будешь. Только в конце, уже с хлебушком. Ой, Ну вот практически вот после третьей заливки. Я уже вижу, оно по цвету почти Видишь, сравнялось. лук стал такой желто-темный немножко, уже почти как морковка. Ну, напитался. У меня здесь 2 зубчика чеснока. Готовы к отправке. Да. Отправляем Да. для аромата. И, ребят, честно говоря, на любителя, кто любит, чтобы сладковатый получился немножко, добавляют сюда и белый изюм. Но мне как-то не заходит. Я люблю без него. Ну, подсказал уже хорошо, Хотя да, изюм люди? у нас есть, мы могли бы добавить, но мне вот как-то не заходит. Маратик, наши зрители, исходя из наших видео, все готовят, как это, идеально по рецепту, но знают, что самое главное. Ребята, фантазируйте, Да, экспериментируйте. не бойтесь, абсолютно не бойтесь экспериментировать. Именно так я нашел там свои любимые рецепты, с которыми с удовольствием с вами делюсь. Ай, молодец. Добрый души человек, а? Хороший. Что, полкило драгоценной? Давай, вываливайся, твой выход.
ля-ляп. Ребят, ровно полкилограмма. И мы ее Мешай, обволакивай, да. поджариваем. Сначала не мешаем, просто немножко А. разровняем. Хотел подсказать, не получилось. На среднем огне. Не спешим. Красиво. Дуже. Маратик, ух ты шо, я чуть не Катюня прямо с Аж золотом ослепила, глаза да? налила, да. Так, что ты говоришь, грамм 40, да? Грамм 40 масла. Сливочного масла. Сейчас мы так вот ее искупаем. Аккуратно. Печеночка у нас готова процентов на 80 уже. Можно теперь поперчить, посолить. Работайте, Шурик. Так, поперчил. Марат, соли. Катюня, шухер Марат идет. Пока Марат не видит, я быстро помешаю. Аккуратненько. Половина мускатика дадим сюда, половина попозже. Ох, Марат, совсем другое дело. Сразу аромат взорвался. Так. Все, нам надо, чтобы сейчас только масло Чуть-чуть. проникло мы в печеночку. щас Чуть-чуть еще, да, пусть оно этими запахами, вкусами, специями наполнится. И мы это дело будем выключать. Что, вы выпить решили? Ой. А мы выпить сразу через закуску. Коньячок хороший, грамм 50, да? Коньяк берите с запасом, потому что когда мы его сейчас вот зальем и начнут испаряться его пары, Ага. очень хочется его употребить внутрь тоже. А мне не хочется, но если захочешь, вдруг у нас есть. Так, грамм 50, да, Марат? 50 грамм, да. Ой-ой-ой-ой. Ох, заплясал сразу от алкоголя, да? Ага. Рецептик. И что, пьяный мускат? Ага. Очень классно. Все, минуту-полторы мы выключаем. И готов второй рецепт? Ну, нет, Почти. еще нет. Позаниматься надо будет рукоблудием и все. Ты готов? К рукоблудию. Ты что такие глупости меня спрашиваешь? Конечно. Все, остыло наше чудо. Первое, сливочный, который Ага. самый быстрый. Хочется эту жижу кушать, вы знаете? Ну, признайся, что ты уже попробовал. Чуть-чуть, да. Катюшка, О, все. А теперь чуть-чуть дальше отодвинь фильмоскоп. Я боюсь его заляпать сливками. Еще пригодится нам еще два рецепта. не бойся, я протру, доснимать Сережка. надо. Чё Так ты- куда чё ты тебе протрешь, бояться, елки-палки, да. елки-палки. Так как ты да. относишься к моему фильмоскопу, я его Это мне чуть-чуть оставь, я больше вкушу люблю. ложечкой. Не вышкрябывай так прямо вот. договорились. Оставил. Что, Катюня, Давай. поехали? Выключай его иногда, да, вот такими рывками. Ага. Марат, тут уже настоящий паштет получается. Да. По формам будете расставлять? Сразу на хлеб. Нет, куда-то его надо выложить, он же должен остыть, ребят. Все, я подготовился, что вы так еще не торопитесь. паштет. Паштет будет через 1,5-2 часа минимум, а лучше 6 часов, он должен постоять в холодильнике. Спалил, говорит, если к вам друзья едут через 5 минут, вы уже будете готовы. Нет, Да я шучу. сказал через пару часов. Короче, это имел в виду, что друзья можно мазать, а себе пусть полежит еще 6 часов. Ладно, ладно. Потом расскажешь все секреты. Все, смотри. Суфле.
Марат попробовал, сказал, что это лучшее, что он сегодня ел. Просто Марат, он ничего сегодня, там, наверное, там не ел. еще 2 рецепта. Это не что-то сырники мы какие-то ели уже. Ну, я хоть ложку оближу, ладно? Неугомонная. Ща оближешь. Я тут сколько влезет? Да, остальное Катя. Все, вот так вот. Катюша, тут лизать тебе не Ну, ты перелезать, еще слышишь? добавь сюда. Еще влезет. Да я боюсь, чтобы не уплыл. Ага. Все. Можно лизать? На. Пригуби. Да, я попаду. Да ты думаешь? Мне вкусно. Все, поздравляю. Хотя это еще не паштет, Марат. Ну да. А это еще не для А друзей. на самом Или... деле, он когда остынет, он немножко меняет и Согласна. готовые эти самые. Все, ребята, я убежал в холодильник. Только чтобы не перепутали официанты с мороженым. Блин, точно за шоколадная канает, ты понимаешь? Эх ты, по-богатому. Юху! Так, Маратик, третий рецептик с... А, я что хотел сказать, что я, блин, с помидор хотел начать и чуть не забыл ими кончить, елки-палки. Смотри, сколько уже этого саламура появилось. Дашь попробовать? Ты сейчас скажешь, что я только ем. Ем и ем. Ну ты же можно, тебе за Ну двоих. ты пробуй, я если... Не, я хотел, чтобы ты попробовала. Ну как я это сейчас буду тут пробовать? Ну давай на белую Чуть-чуть. майку. Марата покорми, пусть Марат попробует. Как, по усам текло и в рот попало? Да-да, Катюшка, Я чуть позже. он чуть позже. я тебя аккуратненько всуну. Ребята, не удивляйтесь, но это ей влезет. Давай, я страхую, чтоб... А ну-ка. Аттракцион, я пальцем помогаю. И что? Красавица моя. Да, я тебя потрогаю. Губы твои. Ну что, Валерины? Валерины. Маратик, а я нам еще немножко помариную, понял? И мы с тобой, когда уже уработаем все эти паштеты, нажарим хлебушка и как сядем, вот так вот красиво, потихонечку все это Поставь дело обратно в холодильник. исполнять. Да, отнесу, дай, подожди, у меня здесь есть дело, я же хотел вот этот вот барабанная дробь. Яйца? Интрига, бычьи с маком. Смотри, яблочки печеные. Ух ты. Я сейчас из них буду пюре делать. На улице Яблоки были сладкие, не сладкие? Пикадилли. Там мед. Он фольга слиплась. Марат, очень сладкие. Все, значит, сахар не Медо. добавили. Ой, аромат какой, слушай. Сюда вот так вот сделать серединку, орешек и меда чуть-чуть. И все, это песня. Так, этот рецепт будет у нас вообще не похожий на предыдущий, да? Вообще не похоже. Это рецепт для девушек, но готовить для них это должны исключительно мужчины. О, то есть это вы для меня сегодня готовите? Чтобы удивлять, да. А для тебя и для Светы. Света, смотрите. И вспоминайте. Так Марат говорит, что он ей ни разу и не готовил. Да готовил. Да, готовил. Нету такого, что я не готовил. Вот Я тоже слышал, что готовил. какие-то блюда, которые я недавно начал готовить, может быть, она не пробовала. Хотя она небольшая любительница печенки, может, поэтому. У меня дочка очень любит печенку. Вообще, как я, жить без нее не может. Так, Старшенькая. Маратик, что мне надо? Ну ты тут ковыряйся со своими яблоками. Это же не обязательно снимать, да, Сереж? Как готовится пюре? Да. Да, интуитивно понятно. Вот так вот берешь и из шкурочки его потихонечку вынимаешь, да. В принципе, пюре уже готовое, осталось только взбить. Марат тут печеночкой занимается, а я пойду яблочко доем. Пойди даешь. Катюня, не снимай, Серега яйца пилит. Дожились. Что там этот? Есть песня такая. Пилите, Шура, пилите, еврея. они золотые. Красят яйца, а Серега не красит, он пилит. Ты бы взял у Елисейки эту пилку маленькую. Нет? Ножовку? Не, я тут что делаю, короче, я хочу аккуратненько вот А так вот потом подпилить побить? и снять головочку, потому что нам надо будет не просто яички, а чехольчики из-под них. А я бы сказала, что ты прям обрезание делаешь. Пусть будет по-твоему. Серега, ты что, с раввином стал? Нет. Так, что? Смотри. Яблоки я почистил. Пюре из них. Марат, ты говоришь чуть-чуть немножко, потому что нам еще надо будет там с белками поиграться, да? Да. Так,
Опача. А ну-ка. Ух И ты. что, Марат, такие пюре? Да. А ты говорил, беги в магазин, беги в магазин. Эх ты, смекалка. Так, что, я дальше пилю яйца. О, ты смотри. Ты даже так не знал. А я бил себе, потом пальцами отгрызал это все. Да, Маратик имеет такие ножи, елки-палки. Я, наверное, могу все это не снимать. И ножовка по металлу не надо. Всю вашу ювелирную работу, Сережка. Так, что ты говоришь, белок отдельно, желток должен быть отдельно, да? еще и вот это надо сделать? Да. Ну, Марат, я не знаю, уже только за это можно... Смотри, Катюня, иди покажи. Я хочу, чтобы ты на солнце показала. Что Ты делают даешь, Серега, я так не ножи? умею. Тихо, 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 тихо. Так, Не белочек перехвалите, будет Марат. здесь. Ёлки-палки. Маратик, яйца Фаберже. Скажи в моем мне, ты исполнении. это где-то Я ему раньше ругал, делал? что яйца мелкие Так, купил. Катюша, у меня просто с фантазией все полный порядок, понимаешь? Да. Да. Все, Маратка, вот так ты хотел? Да. Да. А вот теперь вот это вот самое главное не грохнуть. Так, лимончик, давай, до свидания. Это вот сюда. Ну что, а тебе есть что делать или вообще нечего? Расскажи людям, что за третий рецепт, как он из чего состоит. Пюре, яйца, коробочка от яиц. Ребята, 300 грамм печеночки. В сыром виде. Мы больше жарить ничего не будем. Здесь не будет лука. А что ж там будет? Не будет сливочного масла. Будет печеночка. Будут 2 желтка на эти 300 грамм печенки. Будут специи. Да и всё? Сливки. Все это мы взобьем. Потом будем запекать в духовке. Ого. Ага. Последний рецепт, он сложный самый. А сколько вам таких яичек надо? Ну вот. 4. Это уже 4. Сколько живу яйца не пилил. Я вообще такого Может, и не на люблю. ФБРЖ созреешь, Сережка? Я хотел сказать, я их чесал, я их больше жарил. А тут Маратик говорит, нужны красивые. Ну, Серега, конечно, ювелир. Да. Не, я щипал пальцами по кусочкам, понимаешь? И даже в мыслях не было, что можно было так вот пилить яйца. Марат, это как я говорю детям, все люди разные. Понимаете? Одни умные, а другие не очень, как Марат. Зато ты знаешь Лазерсона. Да я думаю, Лазерсон даже до такого не догадался. Яйца Пилить яйца пилить. Катюня, Да. покажи, что это без монтажа. Ты Что хочешь на самом вскрыть деле? его, да, заново? Ну, не заново, я уже отточил мастерство. Надо уже, пора школу открывать свою. Вот так вот поддеваешь туда кончик ножика. И аккуратненько Офигеть. вот так вот его вскрываешь. Тихо. Опача. По рукам текло. И в стакан все попало. Так, нам для рецепта надо будет 4 вот такие Ну, ты с ними идеальные осторожненько. яички. Я их сполосну, Да, только Да, Маратик? под маленьким напором воды, чтобы не треснули. чтобы не треснули. Да. Скажи мне, верхушки нам не нужны? Такие, как ты сделал, то, может, и нужны. Нет, в принципе, не нужны. Не, Маратику для рецепта надо 2 белка, 2 желтка. Это можешь бахнуть гоголь-моголь. Я ушел мыть яйца. Что-то знакомое. Я уже сегодня утром помидоры мыл, короче. Вы вернулись ко второму? Да, он уже остыл. Сейчас будем перебивать. Красивый. Что себе красивый, елки-палки, это ювелирная работа. Помимо того, что красивый, так он еще будет нереально вкусный. Наверное, Так, у нас чаша небольшая, маленькая. Марат, за 2 раза, да? Да, да, не наполняй полностью, туда еще пойдет кусочек сливочного масла. А коньяк? И коньяк мы уже лили. Ну, мы туда лили. Не будем лить больше? Нет, Ладно, нет. хорошо, все. А вы еще говорили орешек туда опять. Мускатный? Да, Сейчас могу мускатный, добавить? Да, Чуть-чуть, да, для аромата? да. У нас там Всё. уже все есть. И сливки. Уже? Нам надо на полкило где-то 100 грамм, значит сюда 50. У нас же здесь половина, да? Да. Сейчас, 2 секундочки, включай свой агрегат. Тай. Так, Ребят. бабах-трак-бах. Тару сбили. 50 грамм налили, правильно? В сыром исполнении. Сыром.
чем этот рецепт отличается от первого. Как бы. Там сливки шли в сковородку, здесь сливки идут уже сюда. Ах, Сережка, прямо ты. Полтинничек. После яиц вот прямо вообще. Прочувствовал, да? Да. Так, а где колпак, ёшкин кот? Вот. Тю. Тихонько. Хочется сказать, Серега, мешай. А вам какой вкусней? Я все люблю. Прямо махач паштетов сегодня у вас. Прям до однородной массы? Да, ты чуть-чуть делай перерывы, чтобы морковочка вот падала, да, если ты её- да. Я и так умею. А ну-ка подглянем. Марат, какая морковка, посмотри сюда, ёшкин кот. Ага. Уже надо облизывать? Нет, что? Так, Маратик. Катюня, смотри. Стоит? Я думал, что уже... Да ты меня, как это, лишаешь дара Извини, пожалуйста. разговорного. Буду молчать. То лизать, то стоит. Все, все нормально, Катюша. Все будет нормально, не переживай. Что вы тут делаете, собрались? Я думал, что он уже готов. Марат говорит, нет, подожди, еще не готов. Ну, Э, в а принципе, теперь- его уже можно охладить и кушать. Но вот когда вот такой вот ресторанный вариант, когда чтобы он Когда мы говорим о звездах Мишлен, да, Да. Смотри, в говяжьей печеночке есть пленка. Которую Ее можно снять. легко снимать. В индюшиной и куриной эту пленочку не снимешь. И дабы она не попала на, как это, В языковую. в языковую область, да, на ароматизаторы, короче, на жевательно-клацательный рефлекс. Что? Подсказывай, дочь учителя. Короче, чтобы избавиться от этой ерунды, мы сейчас перейдем через сетку, и на этой сетке останутся ошметки этой пленки, чтобы ты был здорова. Вот это вот решил грамотным таким языком тут Да высказать. я ж под тебя копирую. Тракторист. Так, все, выловили. Марат, перетираю. давай я начну перетирать, а ты лупи вторую порцию. Ах ты что, давай. Давай. Не забудь этот мускатный орех туда добавить, Сережка. Я не забуду. Это довольно такой труд неблагодарный, немножко долгий, но оно того стоит, ребят. Вылазит? Шо, вылазит? Вылазит. Потихоньку. Ого, Марат. Да, вот так вот потихоньку, не спеша, Прям как вулканическая порода какая-то там. потихонечку втираем, втираем. Ну, здесь остались все кусочки этой пленочки и кусочки морковки там, может, чуть-чуть А вот то, что оператор недомолоть. говорила, да, то, что не перетерлась. Катюня, это уже попахивает, знаменитым рестораном. Мюсье Марат, Жан-Клод Липован. Слушайте, так и хочется. Так, 50 грамм налил, мускат добавил. И ты видишь, какая у нее совсем другая структура получается. Продолжаю жужжать. Серегу снимай, иди. Да не надо, тут все снято, ты вот у тебя там красиво. У меня Да я процедура уже тоже там всё одинаковая. сняла. Балуйтесь, короче говоря. Что, попробовал? Брависсимо. Как во Франции говорят вкусно? Подскажите, пожалуйста, французы, господа. Ребята, это еще не конец. Она еще будет запекаться. Это коронная фраза нашего сегодняшнего выступления. Ребята, это еще не конец. Там уже видео часа на полтора, но это еще не конец. Маратик, перетерли мы эту прелесть и отправляем ее прямиком в наш Ёлки-палки, глечик. это вообще что такое-то? Смотрите, ребят, это уже можно охлаждать и, тоже кушать? и тоже кушать, да. А зачем же мы запекаем? Кстати, а я тебе объясню, что разный вкус получается. Серьезно? Да. У запеченного. Мы его сейчас в духовочку на 110 градусов. Да. На сколько минут? На 40-50 минут. Ого. У кого духовка с конвекцией, 40 минут. У кого... А потом остужать опять? Да, обязательно. У кого без конвекции и такой печеный, который из духовки паштет, он стоит намного дольше. Прошел термообработку. Холодильник, да. Ну, то уже можно по консервам и выходить Дай на, Кате О, попробуй. это мне международный облизать. уровень.
Эх ты, моя лизалка, держи. Повытирайся. Там и нос, и Не лоб надо. уже, Что? А она по цвету как твой тоник. Слушай, оно не подходит. Мы его перетерли в такую пасту, что можно себе как это подправлять немножко. Давай, подправь. Все булечки выгнали. Маратик, а теперь мы это все дело зальем топленым маслом. Катюня, Да. топленое масло, а Марат говорит, что можно еще чем? Гусиный жир, утиный жир подходит идеально тоже для этой цели. Так, на полсантиметра на сантиметр. Все, Шикардос. все. Отправляется это в Ёлки-палки. духовочку 110 градусов 40-50 минут. Посмотрела и хватит. Все, я в духовку, а вы что? Это только второй рецепт? Это только второй рецепт. Это самые быстрые рецепты на всем ютубе за печенку куриную. Просто день короткий. День такой короткий. Тоже попробовать хочу. И вы тоже облизать хотите. Ну как? Бомба. Шикардос просто. Валерий уже не будем давать облизывать? Валера уже не в том возрасте, чтобы лизать. Промолчал Марат. Как это вкусно. Обожаю печенку. Так, шо, И, Марат, наконец, а я уже- завершающий, третий. Выходим на финальные полчаса. Так, третий рецепт. Это сюда. Маратка, что ты говоришь? 300 грамм сырой печенки. Сырой, ребята, напоминаю. 2 желтка. Сюда же, да? Да. Ляп. Солим. Чуть-чуть. Вот так Перчим. Чуть-чуть. И перчим тоже. О, слышишь? Размер как раз вошло. Хватит. Чуть-чуть. Мускат надо? Мускат чуть-чуть тоже. Чуть-чуть. У нас сегодня мускат почти Теперь везде. поставь на весы, сделай тару. Нет, не тару, а... Тару. Эх ты, смотри по-другому, я уже научился. Вот ставишь так, теперь включаешь, А, и она сразу на 0. и он показывает Это вообще чистый вес. во всех весах так все. А я раньше не работал. А, подожди. И что? Все правильно, 0. 0? 80 грамм. 80 грамм добавь сливок. А, ты вот это имел в виду. Ага. С вашей математикой. Я же говорю, все люди разные. Сереженька, еще 10-12 грамм. Все, Ты будешь умничать, я буду 84. мазать. Шухер. Мешай. Или взбивай. У нас любимое слово мешать. Сбивай, мешай. О, уже паштет. Сырой. Это даже больше мусс. Печёный. Маратик, ну все. Все. Да. Теперь все это. Смотри, Катюня. Ты видела такой паштет? Ну нет еще. Жиденький. Так это прям точно, что мусс. Ага. Что дальше? А вот сейчас перетрем еще немножко, делаем с лопатой. Силиконовая? Потерял. А ну да, держи. Выливай. Катюня, смотри. Здесь тоже может кусочки остаться вот эти. Ну вот это вот и есть все это Да, перетирание, вот это видишь? борьба с этой плевой. С пленкой. А там уже такое Вот ее жиденькое. прям видно, как она остается. Можно было, конечно, мисочку поменьше взять. Там, Маратик, не в миске счастья. У нас О, они видишь, есть разных что размеров. осталось? Все, мы же вот это и хотели показать. Да. Все, не втирай, чтобы туда ничего не попало. Не-не. Вот сюда ее одевай. Все. Опача. Так. Что, дальше? Дальше мы наполняем яички. Яйца. Ты же не просто скажи, что ты взял самое драгоценное А ну сделай красиво. стопе. Это соль, ребята. И в этой соли, в этой шкарлупе мы сейчас будем заполнять яички, правильно? Вам надо сначала их залить, потом... Да подожди, мы сейчас сделаем посадочные места. И я тебя умоляю, что вы такие все быстрее меня. Ребята, так, я для удобства нашу жижу вернул сюда обратно. И теперь в эти яйца, Марат, мы заливаем, да? Не доливая сантиметр. А скажем для чего? Все, да.
для яблочного пюре, правильно? Да, только оно пойдет уже в готовый продукт, когда охлажденный. после Марат, ну духовки. Хорошо, это, после того, как это они конечно, запекутся? точно, что вы Всё. удивляли Это шедевр всех дам. своими яйцами. Своими Молодец. яйцами. Да, поверь мне, на удивлял, да. Ну, Ой, Марат, не могу. Ой, ёшкин ты кот. Все. Так, есть, да? Слушай, Ну, а с осталось тем? в розеточке. А, да. Да, или как они называются? Кокотницы. Кокотницы. Ой, переборщил. Ничего, ничего. Это тоже в... Тоже запекаться. Тоже под да. пюре. Все, я вот так вот это все дело добавляю. Все, а здесь пюре можно горкой. Ребята, сейчас, когда эта штука вся запечется, они, Да, консистенция будет вот такая, Пюре плюс-минус, немножечко подтянется. Но когда уже остынут и паштет возьмется, ой, вот то будет праздник. Так, Долей, чтобы не пропадало. не пропадет. Прям детское питание мы с тобой сегодня придумали, Марат. И с яблочным пюре тоже. Дамское питание, Марат Теперь сказал. смотрите, Шо? вот это, так как в скорлупе тут мало продукта, тоненькая скорлупка, 20 минут при температуре 100 градусов. 20 минут. Для этого понадобится, я думаю, полчаса. Чуть-чуть дольше, все Да. будет нормально. Так, все это дело на разнос, и я убежал в духовку. Мы Маратка, ждем. своими рецептами нам уже надо какую-то духовку здесь заводить. Ага. Прямо на локации. Так, без меня яблочное пюре не есть, понятно? Понятно. Следи за температурой и за временем. Есть, сэр. Фу, Марат, Устал. за быстрый рецепт. Не, ребята, сегодня отжались по полной программе. Катюня, покажи, что получилось. Просто сказка. В яйцах, Марат говорит, цвет то, что доктор прописал, понял? Именно выдержали во всей красе. Так, холодный. Это сливочный, этот еще не застыл. Этот еще не застыл, но он уже готовый. Так, я уже потихонечку захлебываюсь. Катюшка, Ребята, вот этот, который в горшочке, он может стоять в холодильнике до месяца, а то и полтора. это у кого такой аппетит слабенький, елки-палки? Я Кто-то думаю, делает, может, 3 килограмма печенки сразу. ну ничего, 3 дня. Так, что у нас осталось? Белок, Пюре, белок, да. 2 белка. Опача. Маленькая ложечка пригодится. Пюре яблочное. Маратик, 2 белка, 2 ложки пюре, да? Да. Вот так. Все, я это дело взбиваю. Сливай. Это что, яблочное безе получается? Ну да, такое, с пенкой должно получиться. Молекулярная кухня? Вот дожился, ёшкин ты кот. Все, ребята, И огромная ложка. высокая кухня готова. Так, это убираем. А мне не надо ложкой, я буду аккуратненько А наливать. ну, покажи, Маратик, что там. молекулярная кухня. Еще. Да я хотел оставить так, чтобы можно было ложечку всунуть. Да, нормально. Ну, вообще должно еще подостыть даже. Ну, ребятки. И вот так вот надо из яичка есть каждому, да? Да. Маленькой десертной ложечкой. Не каждому, только девушкам. Да? Ой, тут я ляпнул больше, чем. Так, да, я сейчас Вот тут здесь залью. мужчины будут кушать. Ребята, еще раз говорю, все, что мы сейчас делаем, должно делаться на холодной, уже остывшей. Маратик, я максимально быстро загонял это в холодильник. Оно у нас не в У замерзшем нас состоянии. единственное, что еще не застыло, так вот это. То, что мы запекали 50 минут. А, я понял. Вот это масло топленое, оно замерзнет как масло. И ты себе вот так вот берешь ножичком сразу с маслом и уже, экономя время, бомбишь по бутерброду. Так, чебучили, так отчебучили. Так, что это? ребята. Что? В последнем рецепте, который мы делали с сырой печенки, мы забыли добавить 40 грамм коньячку туда. Марат, держи тебе яичко в руку. Я его добавлю внутрь сразу просто. А я тебе твои 40 грамм Спасибо. прямо сюда налью. Что, смотри, у тебя сейчас яйцо потечет. Давай, пей, я тебе сразу дам ложку и бери, пробуй, что ты там нам нарекомендовал. Ребята, ваше здоровье. А ну-ка.
И что? Вспоминая молодых девчонок. Ё, Вы набирали, да? да я хочу, я успею, у меня же хлеб есть, я хлеб подготовил с рекой. Маратик, ты там я наяриваю, у меня этих яиц еще целая куча. Мне надо, чтобы ты мне освободил ложку или А что у нас, дефицит с ложками? Катюня. Иди-ка ты за ложкой. Да А он ну, большую у тебя деревянную освободилось, возьми. я Марат. Так, меня уже начинает потихонечку разносить, потому что я хочу есть. А дабы это было очень вкусно, я это исполню с огурцом. Очень любит печенку огурец. А я как чувствовал и приберег парочку. Любовь моя. А не вмазать ли нам по бутерброду? Сначала Шо? паштет, потом огурец. Ну, у него все по-своему. Ты паштетный огурец. А я и не стесняюсь, а я между намажу, смотри. А? Как это? Мы с тобой высокую кухню сегодня бомбим? Ага, практически молекулярный. Ну так вот я по-другому и буду это бомбить все. Катюня, с какой стороны будешь кусать? Не, я не буду, ты кушай. Ох, как хрустит. Боже мой, это первый, который самый быстрый и самый быстрый сливочный. да. И самый остывший, судя по всему. Самый остывший, конечно. Я вообще боюсь пробовать те другие. Вот и не пробуй. Давай попрощаемся и будем пробовать уже по полной. Ты решил на камеру весь бутерброд съесть? Пусть ест. У нас пленки, что у нас пленки мало? Ну так он же... Я хотел доживать, чтобы вас не брызало, ты понимаешь? Елки ты палки. Я хотел сказать, не попрощаемся, а скажем до свидания. Ребята, мы сейчас перестанем бояться, они остынут. Ай, иди, кыш-кыш давай. Вас сегодня в гости не звали. И будем пробовать по полной программе. Как это? Пробуйте, экспериментируйте, бегите за печеночкой, и у вас все получится. Правильно? Да. Ну, это таки шедевр, Марат. Немножко заморочили сегодня, но я надеюсь, у вас все получится. Пробуйте, это очень вкусно. Даже если забыл добавить коньяк, его всегда можем сделать нагоняй. Короче, от всей души для вас готовили 3 вида шикарных паштета из печени. Одесский Липован, Марат, оператор и целая куча моря людей. Сейчас будем угощать. Всем пока-пока. Чао.